Всем привет! В этом видео я коротко перескажу сюжет фильма «Пекарь». Приятного просмотра! Он работает пекарем. Он педантичен во всем, в том числе в своей работе. Его сын Пит ночью приехал в аэропорт встречать пассажира, но рейс задержали, и взяв с собой перекусить, он отъезжает на стоянку, чтобы поспать, ожидая прилета. В это время на стоянку приезжает внедорожник с бандитами, прибывшими забрать некий товар. Однако он попадает в засаду. Оказавшись довольно крепким малым, он дает отпор нападавшим, несмотря на удары битой, топором и заточкой под ребро. Его водитель помог в расправе над нападавшими, но и сам был повержен. Невольным свидетелем всего этого становится Питер. Его замечает гангстер и теряет сознание от полученных травм. Молодой человек набрал службу спасения, но передумал сообщать о случившемся, заинтересовавшись грузом, из-за которого случилась заварушка. Поутру он забирает свою дочь прямо во время урока, несмотря на возмущение учительницы. Вместе с фанатеющей по единорогам и страдающей клептоманией дочерью, а также таинственным грузом, он уезжает из города. Его отец, в очередной раз измученный кошмарами, просыпается рано поутру, чтобы, как обычно, сделать заготовки на день. На пороге своей пекарни он встречает сына и внучку, о существовании которой и не подозревал. За завтраком сын рассказывает отцу, с которым не виделся лет 100, о своих делишках, мол, кручусь-верчусь то тут, то там. В отличие от сына, отец немногословен, как и его внучка Делфи, которая вообще нема. Сын просит отца присмотреть денек за дочкой, пока он мотается по делам. Против этого оказываются оба. Девочка, вспылив, убегает в машину, где обнаруживает сумку. Так или иначе, Питу удается их убедить. Оставшись с дедом, Делфи с интересом изучает пекарню, то и дело мешаясь деду под ногами. Своровав пару баксов из кассы, она отправляется с пекарем на доставку, заставив его пристегнуть ремень. Ночью девочка застает старика, вновь мучающегося кошмарными флешбэками. Пит приезжает к себе домой и обнаруживает там незваных гостей. Они ведают ему, что сумка, которую он подрезал, принадлежит некому торговцу. Онемевший от ужаса молодой человек тут же возвращает пропажу, чтобы загладить конфликт. Но содержимым сумки оказываются лишь детские вещи. За это он подвергается избиениям и угрозой расправы. Убалтывая бандитов, он добирается до аквариума и тайно набирает по нему своего отца. Пекарь поднимает трубку и слышит несвязанную речь, обрывающуюся звуком выстрела. Он требует объяснений от девочки, и она показывает ему содержимое сумки. Пакетики с запрещенным веществом. Спрятав их в булке хлеба, пекарь вместе с внучкой выезжает разруливать ситуацию. Босс бандита Вика яростно отчитывает его за случившееся и приказывает найти девочку. Дома у сына пекарь обнаруживает погром, однако не следа самого Питера. Пока Делфи собирала вещи, он расспросил соседку о ее матери, которая 2 года назад погибла в автомобильной аварии из-за того, что не пристегнула ремень безопасности. Девочка тогда была на заднем сидении и с тех пор замолчала. Из машины сына он забирает записную книжку, а девочка – брелок единорога. После они направляются в полицейский участок, где пекарь заявляет о случившемся, отметив, что по звуку определил, что выстрел был из 38-го калибра. В кафе, пока внучка отлучилась в туалет, по дороге подрезав чьи-то чаевые, старик изучал записи Питера. Последняя была про аэропорт. Туда они поехали дальше. Изучив место потасовки, отправились в морг. Обманув сотрудника, сказав, что один из убитых его сын, пекарь изучил тела, пытаясь отыскать зацепки. Так, двигаясь шаг за шагом, он добирается к наркопритону на причале. За пакетик вещества, оказавшимся Роллс-Ройсом среди подобных, он выведывает инфу о местном барыге и привлекает к себе лишнее внимание местной шпаны, тоже захотевшей на халяву пакетик. Пекарь, включив режим Рэмбо, раздал им старческих костылей и отправился дальше. В это время Вик наведывается в притон к бандитам, напавшим на его человека в аэропорту. Один из них перед смертью сообщает о неком пекаре, бродячему с розовой дурью и что-то вынюхивающим. Вик обещает молодым скинхедам 10 штук за поимку пекаря, а его помощник заметает следы. В участок приводят избитых ночью доходяг. Известная нам полицейская узнает, что по показаниям свидетелей это сделал некий старик с девчонкой. Она поручает установить его личность, однако данные о нем засекречены. Подкараулив, когда у барыги закончится смена, пекарь садится ему на хвост. Велев внучке запереться в машине, он под видом доставщика идет к барыге. Тот ведется на уловку и попадает под допрос.
Потеряв часть уха вместе с серьгой, он рассказывает, что знал Пита. Тот хотел ему толкнуть дурь, но барыга прежде хотел посоветоваться со своим боссом, владельцем клуба. Делфи не выдерживает напряжения криминогенной обстановки района и прибегает к деду, которому приходится порешать наркоторговца. После этого он вновь ловит флешбеки и отчитывает внучку за непослушание. «Я же велел тебе сидеть в грёбаной тачке! Ты слово дала!» По пути на ужин Дельфи пытается своровать брелок, но дед ее останавливает и говорит больше так не делать. И они мирятся. Вика мучает воспоминания о 2 прошедших днях. К нему приходит босс и выявляет обеспокоенность тем, что тот расклеился в последнее время и отметил, что Вик теперь на карандаше. В номере отеля пекарь рассказал Делфи историю из детства ее отца. Потом, убаюкав ее чтением сказки, поехал в клуб. Там он находит босса барыги, провоцирует его и направляется в туалет. Оставшись наедине, пекарь нападает, в перерывах между оплеухами выведывая, что его сын все-таки убит. Прикончив оппонента, он возвращается в отель и рассказывает Делфи, что больше резона искать ее отца нет. Полицейские, прибывшие по вызову в клуб, по камерам обнаруживают старика. Один из копов сливает фото пекаря Вику. Проснувшись в какой-то веке без кошмаров, старик уходит за завтраком, сказав девочке собираться. Его расположение сливают, и бандиты немедленно приезжают в отель. Делфи успевает спрятаться под кроватью за секунду, как они ворвутся в номер. Уличив момент, когда они отвлекутся в ванной, девочка схватила хлеб с волшебной начинкой и пустилась на утек от преследователей. Она сбежала в трейлер и начала сигналить. Услышавший это пекарь уже включил режим берсерка и ринулся на выручку. Получив несколько ножевых ранений, он все же выходит победителем из схватки. Он сжигает фургон вместе с уликами и с помощью девочки добирается до магазина, чтобы залечить раны подручными средствами. Но во время этого процесса теряет сознание, и девочка зовет помощь. Полицейские теперь уже прибывают к сгоревшему фургону, и в этот момент получают сообщение о том, что пекарь был доставлен в больницу. Коп Крот немедленно сливает это Вику. Старик приходит в себя в палате и просит Делфи сходить за шоколадками. В коридоре она встречает бандитов. Один из них узнает девчонку и просит отвезти к деду. Она уводит его в другую палату и убегает. В это время в больнице появляется полицейская и подстреливает бегущего за девочкой. 2 других бандитов не обнаруживают никого в палате. Пекарь, атакуя скрытности, наносит двойной крит урон одному из негодяев, мгновенно его вырубая. Со вторым завязывается потасовка. Полицейская добегает наконец до палаты, но обнаруживает там лишь 2 трупа, а в телефоне одного из них фото, переданное левым копом, который в этот момент входит в палату и получает хедшот. Дед с внучкой сбегают на такси, прихватив с собой телефон второго бандита. В чате с Виком от имени владельца телефона Делфи пишет, что все готово и товар при них. Вика, переживающего за содеянное им в последнее время, выводит из прострации звук сигнализации. Он подходит к машине, чтобы проверить, что случилось, и попадает под мушку пекаря. Все вместе они едут к могиле Пита. Вик отводит старика в лес, где тот по руке опознает тело сына. Он поставил убийцу сына на колени, готовясь пристрелить. Тот молил его сделать это, но пекарь сделал по-своему, лишив его легкой смерти. Он не стал заканчивать начатое на глазах у внучки. Пекарь приходит с повинной к торговцу и возвращает ему товар. Обменявшись парой фраз, глава бандитов отпускает его. В аэропорту играет музыка, которая пришлась Делфи по нраву, и она спустя 2 года молчания сказала первые слова. Спасибо за просмотр. Если видео понравилось, поставь лайк и подпишись. Я буду благодарен за такую поддержку. До новых встреч.